Привет, мои дорогие люди! Это видео для вас на тему, как найти свою дорогу в жизни, как не сойти со своей дороги, и как вам Луна может помочь во время полнолуния и во время лунного затмения. Здесь будет пару слов на эту тему и второй расклад для всех чисел души на вот этих картах. Модерное искусство, золотые карты, очень классные. И вначале я хочу сказать, что я астролог. Если кто не знает, моя работа на YouTube называется «Ко Лена». Меня зовут Лена. И я вам в двух словах хочу сказать самую важную новость о Луне. Луна – это показатель души человека, вашей души. И в астрологии полумесяц, символ Луны – это душа, душа человека, того, который живет сейчас. И поэтому через Луну проявляется ваша дорога в жизни, ваша личная, индивидуальная, собственная дорога в жизни. Мы знаем, что есть в нумерологии такое понятие, как числа души. Поэтому числа души напрямую связаны с Луной, а также с вашими талантами, которые вы унаследовали от своих предков. Луна в гороскопе человека показывает его прошлое, а Солнце – его показывает прошлые таланты из других людей, которые передали вам это по наследству, а также показывает предрасположенности, характера, всего того, что передали вам предки ваши. Вот это Луна. И поэтому понятие число души напрямую связано с Луной. Я сейчас вам в двух словах скажу немножко очень понятно и просто, что такое число души и как это связано с Луной. На самом деле есть всего 9 чисел по нумерологии, но вы родиться могли в любой день месяца. И эти 9 чисел мы разделяем на 3 такие подсоставляющие. Это числа по группам, 3 группы. Первая группа, к ним относятся числа души 1, 5 и 7. Вторая группа, к ним относятся числа души 2, 4 и 8. И третья подгруппа, к ним относятся числа души 3, 6 и 9. Как вы поняли, начинаем с единицы, то есть первая группа 1, 5, 7. Вторая группа начинается с двойки, естественно, вторая группа с двойки. Просто напоминаю, 2, 4, 8. И третья группа начинается с тройки. 3, 6 и 9. Это не значит, что, вообще ничего не значит, что касается, что только к этой группе нужно привязаться. Это значит совсем другое. Только число души. У вас все 9 чисел есть в вашей матрице судьбы. Это не матрица Пифагора, нет, это матрица судьбы, конечно. И в этой матрице судьбы есть все числа. Некоторых чисел больше, некоторых меньше. Есть число судьбы, число души. И вот идет речь о числе души. И сейчас я вам расскажу, как узнать, к какой подгруппе вы относитесь. Если ваше число души сложно составляющее, то его нужно довести до простого, то есть от единицы до 9. И это очень просто сделать. И вы узнаете, к какой группе вы относитесь. У меня здесь есть табличка, которую я написала от руки для вас, но, наверное, будет все наоборот здесь. Я ее прикреплю к видео в конце, чтобы вы могли, как сделаю такой отдельный скриншот, чтобы вы могли все понять, для себя просчитать. А начну я с первой подгруппы 1, 5 и 7. Конечно, если вы родились 1, 5 и 7, вы относитесь к этой подгруппе. И еще, если вы родились в сложные числа, которые простым арифметическим действием доводятся до простого, и это простое будет 1, 5 или 7. То есть ваши числа рождения могли быть, конечно, 1, 5, 7, потом 10, 14, 16, 10, 14, 16, 19, 23, 25, 19, 23, 25 или 28. Вот такая подгруппа. Сейчас для вас я сделаю первый расклад. Будет 3 расклада для всех 3 подгрупп. Что вам хочет сказать лунное затмение для вашего числа души? Это 1, 5 или 7. И это не значит, что только числа 1, 5 и 7 лидеры или еще что-то. Нет, это просто ваше число души. Оно означает просто, что вот
когда произносится ваша дата рождения, тогда активируется счастье в вашей жизни, да? И именно эти числа 1, 5 и 7 приносят вам удачу, потому что ваша душа отзывается на них, да? И когда идет у нас речь о душе, мы вспоминаем Луну и полнолуние. Что происходит? Луна все время в разных фазах, она все время разная. То есть мы видим мир, наша душа видит мир. Сейчас забирают мусор опять. Забирают весь негатив из вашей жизни. Вот такие звуки города, ничего страшного. Итак, я готовлю карты и хочу еще раз вернуться к этому понятию. Если ваше число души 1, 5 и 7, то ваша душа отзывается на эти числа, да? И в разные фазы Луны мы видим, наша душа видит мир с определенного угла. Зависит от того, какая фаза Луны. Но когда Луна полная, можно посмотреть на свою жизнь со всех сторон. Поэтому в полнолуние все видно. В полнолуние видно дорогу, которую вы идете. По этой причине в полнолуние всегда хорошо делать расклады, чтобы узнать, по какой дороге вам идти. Какая дорога для вас будет светлая, счастливая, принесет деньги, благополучие и так далее. То есть вы поняли, да, друзья мои дорогие? Если вот эти числа, которые я назвала, и будет скриншот, чтобы вы увидели, то ваше число души 1, 5 или 7, я сейчас возьму карты, которые вам покажут дорогу жизни. По какой дороге вы пойдете? Что вам хочет сказать полнолуние? Смотрите, это тройка пентаклей. Вы пойдете по дороге, которая даст вам прекрасный доход. И это не только доход денег, нет, это тоже нахождение своей профессии. Может быть, вы делаете что-то уже такое, что доставляет вам удовольствие, радость приносит, а может быть, даже еще нет. И эта карта говорит, что сейчас начинается тот момент в вашей жизни, в это полнолуние, когда вам откроется ваш внутренний талант, чтобы очень хорошо зарабатывать какое-то дело в вашей жизни. Вы откроете в себе ту способность, о которой вы раньше не знали. И это не о деньгах речь. Потому что любая профессиональная деятельность – это никогда не о деньгах. Деньги – это второстепенное, это просто by-продукт. Вот получается, да, когда вы делаете что-то с удовольствием, другим людям это нужно. А предпринимательство, личное здесь предпринимательство, да, на этой карте тройка пентаклей, это тогда, когда вы в ответе за то, что делаете. То есть вы приносите пользу людям и ответственность берете за это. Если вы на предприятии работаете, вы не можете взять ответственность за то, как предприятие использует окружающую среду, какую пользу людям дает и так далее. Но здесь вы в ответе за то, что вы производите, потому что вы нашли свой талант, вы нашли, как сказать, можно свою золотую жилу, можно так сказать, да? Вот по такой дороге сейчас вам нужно свернуть на такую дорогу. Это не то, что обязательно частное предпринимательство, но часто это даже если вы на предприятии, творческий подход какой-то, да, а потом со временем вы перейдете на свои рельсы. Ой, это карта мир. Это карта мир. Это карта счастливого своего пути. Вот это уникальный свой путь. Итак, для вас это уникальный свой путь. Это когда вы так счастливы в том, что вы производите, что вы делаете, как вы живете. У вас есть свой алгоритм жизни, и он очень успешный. Карта мир говорит, что как действительно полнолуние, особенно затмение лунное, когда один цикл заканчивается и начинается новый цикл. То есть в полнолуние вы можете осмотреть со всех сторон свою жизнь и увидеть, что работает для вас, как, знаете, вот работает, как по маслу идет, а что не работает. И записать красным то, что не работает, а, например, зеленым то, что работает. И тогда во время полнолуния прочесть это все. И тогда, может, во сне или же на следующий день откроется понимание, к чего вы достигли и куда вы хотите теперь идти. Сейчас заканчивается какой-то один цикл в вашей жизни и начинается другой. Этот новый цикл, он будет очень отличаться от предыдущего. Он будет свойственен только вам. Вы откроете какие-то особенности, которые присущи только вам. Особенности, может, вашего внешнего вида, может быть, особенности вашего голоса, вашего взгляда, особенности, как вы общаетесь с собой, с миром, с другими людьми. И это позволит вам
перейти на абсолютно новый этап жизни. Это счастливый этап, где будут деньги, будут средства. И главное, что вы здесь строите, видите, свой дом или же квартиру, то есть свое независимое царство, можно сказать, да, где вы будете во главе, где все будет по вашим правилам. Конечно, в нем могут участвовать другие люди, ваши любимые, близкие, но самое главное, что больше никто не будет вами руководить, командовать. Вы делаете правила жизни, вы устанавливаете правила. Здесь я вижу вас богатой и счастливой в личной жизни. И вот эти свечи, которые вы держите в руке, в одной и в другой, да, в обеих. То есть дорога жизни какая? С левой и с правой стороны будет радость и удовольствие. А также другие люди, потому что здесь все знаки зодиака по стихиям представлены, вот в 4 углах. Все другие люди будут вами восхищаться. Здесь ваша популярность. Восхищаться и признавать ваш собственный путь. Признавать и, наверное, брать тоже с вас пример. Потому что, конечно же, когда кому-то хорошо жить, это заразительный пример в хорошем понимании слова. Каждый начинает искать свой путь и не повторять путь другого. Да? Вот здесь заканчивается цикл, начинается новый цикл. Просто как доктор прописал на затмение. Я вижу новый тоже цикл прекрасного самочувствия, какой-то счастливой, благополучной жизни. Вот такое все. Очень-очень хороший расклад для вас. 1, 5 и 7. Если ваши числа души такие. Итак, сейчас я буду брать следующий расклад, и это будет для вас, ну, конечно, здесь, скорее всего, будет наоборот все, поэтому я отдельно прикреплю скриншот, чтобы вы увидели 2, 4 и 8. Это если вы родились, ну, 2, 4, 8, 11, 4, 8, тоже, я так буду смотреть, 20, 13, 17, 20, 13, 17. Я это знаю наизусть, но просто я не хочу делать ошибку. 29, 22, 26, 29, 22, 26 и 31. Давайте посмотрим для вас, что скажут высшие силы через лунное затмение. Почему я делаю по числам души? Напомню вам, потому что Луна в астрологии и вообще в эзотерике это душа человека. Поэтому здесь вот, смотрите, если вот вы в этих числах родились, вот эти числа, простые числа я имею в виду, да, ну сложно, если вы родились тоже, но вот простое число, которое возникает где-то 2, 4, 8, это ваши самые счастливые числа. И не идет речь о том, что именно к этим числам прикреплено в понятии нумерологии. Нет, не в этом даже дело. Число души просто отзывается на эти числа. Эти числа просто счастливые в вашей жизни. Хорошо, если такое число будет, ну, квартира, дом, номер или еще что-то такое, там машина или телефона, такое число будет в нем. А вообще, когда произносится ваше число рождения, ангелы радуются на небе, да, это ваши счастливые числа. И во время полнолуния они активируются и показывают вам вашу дорогу жизни. Потому что нам самое главное нужно прожить индивидуальную дорогу в жизни, пройти. И в кайф пройти ее. Да? Я беру первую карту. Это рыцарь чаш. Смотрите. Это когда кто-то вас очень любит. Это может быть мужчина в вашей жизни, это может быть ваша профессия вас очень любит, это может создатель, творец ваш очень любит, это высшие силы, это душа вас любит, ваша душа любит ваше тело. Это хорошие новости. Это затмение лунное принесет вам хорошие новости. Рыцарь – это всегда добрая весть. Добрая весть о счастье, о здоровье, об удаче, о любви. Это, может быть, вас ожидает рыцарь на белом коне, который будет за вами ухаживать, вас любить, лелеять. Это может быть новый знакомый, новый кавалер, если вы ищете себе любовь. Но здесь тоже ваши прежние отношения. Если вы и ваш любимый человек решили во что бы то ни стало найти дорогу друг к другу, найти путь друг к другу, так вот вам числами души 2, 4, 8, вы сможете исправить те ошибки в отношениях, которые были допущены. И с этих пор вот это полнолуние, это лунное затмение откроет вам понимание, что в вашей паре работает, чтобы быть очень счастливой в личной жизни. И, ну, если мужчина по-своему переверните, это счастливая личная жизнь наверняка. Карты золотые, солнце золотое, вот, и так далее.
Итак, еще одну карту для вас беру. Смотрите, от чего вы избавитесь. От десятки мечей. 10 мечей – это новый цикл жизни, где будут приходить новые идеи. И я могу сказать, что здесь ваши новые идеи будут приходить на основе тех идей, которые уже были заложены раньше. Не пугайтесь мечей. Во-первых, эта карта избавляет вас от негатива. И это полнолуние, и это затмение избавит вас от негативного влияния других людей. Не только из этой жизни, но тоже из других поколений даже. А мечи – это тоже мысли, идеи. 10 – это 1 на 5. То есть начинается у вас тоже новый период, новый этап. Новый этап, в котором вы осознаете мощную силу ваших собственных идей для бизнеса, для дел. Главное, не повторяйте то, что было сделано, не получилось. Да? У нас так бывает, что старые идеи по-новому нужно использовать, чтобы не повторить ошибок прошлого. Да? Эти ошибки, они были просто опытом жизненным. Всегда нужно видеть ошибки как просто жизненный опыт, который вам нужно было пройти. И все, и никак по-другому, потому что если мы будем видеть прошлые ошибки как промахи, как обиду и так далее, мы не сможем из них взять то, что там было хорошо. А в каждой ошибке есть что-то очень хорошее, это ваш собственный опыт. И этот расклад говорит, на чужих ошибках вообще неправильно учиться. Это неправильное выражение, что умные люди учатся на чужих ошибках. Нет, нельзя пройти чужую дорогу жизни. Каждый, из нас это творец своей судьбы, художник, архитектор и сценарист своей жизни, да. И главное иметь позитивный настрой по рыцарю чаш, и главное не бояться прошлого опыта, даже если он был негативный, своего опыта. И главное не бояться негатива других людей, потому что негатив других людей убирается, по этому раскладу больше не будет на вас влиять и не запугает вас больше. И из прошлого опыта можно взять тот опыт, который вы прошли, уроки те, да, как позитивное что-то, чтобы сделать все по-новому, да. Вот, например, вы получили образование какое-то и думаете, я это образование не могу применять. Например, получили образование в любой области, но у вас есть тяга к другому чему-то. Так вот, то прошлое образование, которое вам кажется, что был waste of time, потраченное зря время, а так не было. Тот опыт, который вы прошли в той школе, в том университете, техникуме, училище, там, где бы вы ни учились, это был нужный вам опыт. И этот опыт сейчас, он будет просто золотой, потому что на основе того опыта, таких каких-то умных книг, которые вы прочли, будет формироваться ваша новая специальность. И если бы вы не прошли тот путь, который вы сейчас считаете бесполезным, вы бы не состоялись как личность. Так нужно было. И теперь новый виток, потому что 10 – это 1 на 5. Новый виток счастливой судьбы, потому что рыцарь чаш приносит добрые вести, а десятка меча убирает негатив и оставляет в вашей жизни в прошлом опыте только то ценное, которое как подарком является, ценный experience, то есть ваше жизненное приключение, которое было до сих пор, оно ценное для вас, оттуда будете черпать свой ресурс. Вот это откроет для вас лунное затмение и покажет вам новую дорогу, которая основывается на трудном пути прошлого. Но теперь это не будет трудный путь, теперь он будет счастливый путь, потому что вы прошли испытания, и теперь Вселенная за все перенесенные испытания даст вам вознаграждение. Это любимое дело, это счастливая жизнь, это достаток, это удовольствие и кайф от жизни. Вот здесь так. Замечательно, да? Теперь мы будем разбирать третье подразделение чисел души. И вот здесь я покажу вам, если вы сможете наоборот считать. Да? 3, 6 и 9. Вот это третье. 3, 6 и 9. Наверное, будет видно наоборот. Но не волнуйтесь, как я сказала, я сделаю скриншот. И если у вас такие числа души, как 3, 6 и 9, это значит, что вы родились 3, 6, 9, а также вы могли родиться 12, 15, 18.
12, 15, 18. Видите, как я с удовольствием произношу ваше число рождения, потому что мы должны с любовью произносить числа рождения свои или друзей наших, да, чтобы привлекать к ним вот это позитивное мышление, привлекает счастье. Это уже доказано всеми. Или вы могли родиться 21, 24, 27 или 30. 21, 24, 27 или 30. Давайте я для вас возьму две карты, которые покажут вам, что откроет лунное затмение, что вам откроет это полнолуние. В полнолуние может быть лунное затмение, да? То есть можно смотреть этот расклад как на полнолуние, так и на лунное затмение. И какую дорогу в жизни вы свою будете искать. Мы как усиками ищем свою дорогу в жизни все время. Ее нельзя терять. Хочу напомнить вам тоже, что Луна бывает без курса. Вот когда она меняет знак. Вот сколько раз меняет знак Луна, да, в месяц, 12 раз меняет знак. Поэтому 12 раз она бывает без курса. До нескольких минут, от нескольких минут до нескольких часов. И что такое Луна без курса? Когда она переходит из одного знака в другой. И в это время она ищет этот знак, а когда она входит в знак, она раскрывается, проявляется в этом знаке. Вот когда Луна ищет знак, это называется Луна без курса. И в этом нет тоже ничего дурного или плохого, ни в коем случае. Это просто такое время поиска. И вот когда затмение, тогда мы вот как, знаете, ищем свой путь, и Луна, полная Луна, освещает нам дорогу. Легко найти курс. Вот как будто мы были без курса, мы иногда теряем курс в своей жизни, да? Когда мы теряем веру в себя, когда какие-то неудачи идут, человек теряет курс. Но Луна, когда она полная, а еще лучше, когда затмение, она помогает вам найти вашу дорожку. Найти вашу дорожку, найти свой путь и опять встать на правильную дорогу. А это уникальная дорога в вашей жизни. Беру первую карту. Для вас, если ваше число души 3, 6 или 9, то есть делится на 3. Это паж пентаклей. И вот теперь это новый путь, совершенно новый. Вам нужно знать, что теперь ваша дорога жизни, она выходит на новый этап. Это совершенно новый этап, дорогие мои, потому что это паж. Паж – это проблемы вы будете решать, вы будете заботы какие-то финансовые решать, у вас больше не будет никаких задолженностей больших, никакого груза каких-то финансовых проблем. Вы освобождаетесь от страха бедности, от этого ощущения, что чего-то не хватает в жизни, да? Вы приобретаете ощущение, что у вас все хорошо, что у вас идет все хорошо, вы полностью счастливы. Это у нас паж пентаклей. Потому что кто-то из вас начнет какое-то обучение, может быть, или новую квалификацию получит по специальности. Паж пентаклей часто об этом. Кто-то будет делать что-то новое в профессии, или пентакли вообще-то ценности, или новые ценности жизненные найдет, или новых людей ценных для вас найдет. Эти люди и вы вместе будете испытывать вторую молодость. Это может быть вторая молодость в отношениях, это может быть вторая молодость, как вы носите одежду, как вы себя видите, потому что одно дело, как мы себя видим, другое дело, как нас видит мир. Как часто мы замечаем, что люди не любят фотографироваться все, да, потому что мы видим в себе те погрешности, на которых нам указывали. Но эти погрешности по этой карте – это ваши плюсы. Но мы любим, когда с нас картину рисуют, потому что художник как бы видит нас любовно, с любовью, да. А когда мы видим фотографию, нам кажется, что мы видим то, что у нас плохо. Здесь это вы учите себя любить новой любовью, где вы ничего плохого не видите, потому что вы уникальны, вы божественны, вы красивы, и вам равных нет. Каждый человек уникален, и вы особенно уникальны в умении работать, в умении жить, как вы вообще взаимодействуете с миром, с вами приятное дело иметь. И вот эта новая дорога жизни – это такой молодой опыт. Это вы, ваши любимые, находите какие-то новые дорожки, это новые дорожки, неизведанные. То есть сейчас это полнолуние и затмение открывает вам новые, неведомые вам дорожки, пути, то есть немножко извилистая будет дорожка, какая-то молодость, вот ощущение молодости, какой-то сгруз упал с плеч,
все кажется таким понятными, простыми по плечу. Я увидела дно колоды, и поэтому нужно сказать, вообще то, что предсказатель заметил, то и нужно говорить. Это, скорее всего, ваша вторая карта, потому что она была на дне колоды, и мой взгляд на нее упал. Здесь предсказатель сам себе не принадлежит, когда делает предсказание. Будьте уверены, не сомневайтесь. Здесь самая настоящая правда. Интуитивный ченнелинг делаю. И здесь вы видите рыцарь Пентаклей. Теперь я смотрю. Для вас вот эти две, так распорядилась судьба. Эти две карты, рыцарь Пентаклей и паж Пентаклей. А это значит, что у вас открывается дорога жизни, где вы будете, во-первых, богаты. Это вам гарантия. Вы будете очень богаты. У вас будет столько денег, что вы больше о деньгах не будете думать. Вот символ богатого человека – это человека, который о деньгах не думает. Некоторые люди богатство неправильно понимают, как будто их богатство их обязывает там постоянно что-то дорогое. Это напрягает покупать, да? Нет, у вас будет просто уверенность в завтрашнем дне, и будет такое спокойное отношение к деньгам, то есть вы будете по-настоящему богаты. Вам не нужно будет никому ничего доказать, там, показывать, что у вас что-то есть, потому что у вас действительно это есть. Часто люди, которые кичатся чем-то, у них на самом деле нет ничего. Может, даже и есть, но они не верят в это. То, что они кичатся чем-то богатым, показывает, что они не верят в свое богатство. А рыцарь Пентаклей – это настоящий профессионал, потому что здесь на коне профессионал. Это вы профессионал в своей профессии. Достигнете вершин в профессии. Квалификации будут очень высокие. И дорога прежде всего денежная. Давайте я возьму эти две карты, чтобы мне было удобнее держать их, да? Прежде всего денежная дорога. А также это может быть ценный кавалер, новый мужчина, который очень хорошо зарабатывает. И знаете, ведь заработок человека показывает не только на его таланты, а на его страсть жизненную, желание жить. Потому что человек, который зарабатывает, первое, что он делает, он приносит пользу другим. Поэтому это всегда хорошо. И это сигнал вам, мужчина, который хорошо зарабатывает, честным путем, конечно, обязательно. Это человек, который много пользы приносит другим. И налогов много платит, то есть вообще пользу и малоимущим приносит. Приличный человек. Такой человек может в вашу жизнь попасть. В любой стране вы можете его найти. От Канады, Швейцарии до глубинки российской, я не знаю, Японии, в общем, по всему земному шару можно искать такого человека. Или ваш мужчина, который до сих пор не мог заработать прилично. И, может, из-за этого вы ссорились, потому что мы знаем, с милым в шалаше рай, но не на долгое время. Здесь рыцарь Пентаклей – это ваш мужчина, наконец найдет себя, найдет, как применить свои знания, найдет возможность заработать, благоустроить вашу жизнь. Тоже рыцарь Пентаклей может быть вы. Вы, рыцарь, это хорошие новости, у вас будет дом, полная чаша. А также лошадь здесь это ресурс, ваши таланты, ваш ресурс. И именно, как я уже сказала, Луна, самое первое, что она показывает, это унаследованные таланты. Да? Вы можете посмотреть, в каком знаке тоже у вас Луна в натальной карте, в карте рождения. И для этого, если вы не знаете точно свое время рождения, даже не обязательно знать, но вы примерно будете знать, в каком знаке была Луна, и таким образом тоже можно узнать, какой у вас талант вы унаследовали. Например, давайте пройдемся быстренько, я вам скажу. Луна, если у вас в Овне, у вас талант точно где-то открывать новые страны, открывать даже новую профессию изобрести, да, у вас талант это руководителя, который другим дает задание и все, и видит полную картину и вдохновляет других. Если вы телец, у вас большой талант землю-то украшать, трудолюбие и эстетика. Если вы близнецы, у вас талант может быть ораторский или руками что-то делать. Если вы относитесь к знаку рак, у вас талант может быть по недвижимости работать, строить дома, архитектор, дизайнер и так далее. Если у вас во Льве Луна, у вас может быть талант актерский, талант, знаете, вдохновлять людей именно тем, чтобы учить их верить в себя, где-то так, да.
показывать им красоту жизни. Если у вас Луна в Деве, у вас талант анализировать все и делать правильные выводы. Вы можете быть аналитиком, математиком, технологом, каким-то большим бухгалтером. То есть у вас талант логического мышления, я бы сказала. Если вы Весы, у вас может открыться талант дипломата, консультанта, психолога, таролога, астролога. Кстати говоря, об астрологии, тарологии, если у вас Луна в Скорпионе, это точно, что решать проблемы людей, помогать им избавиться от долгов, какой-то банковский очень высокий работник, или же связано с астрологией, с какими-то такими вещами очень духовными, мистическими. Если у вас Луна, например, в Стрельце, здесь вы можете быть чуть ли не Наполеоном, то есть государственным деятелем, видеть общую картину и философский смысл всего, профессором можете быть, да, и так далее, вдохновителем в этом плане. Но видите, разный вдохновитель. Овен и Стрелец разный вдохновитель. У меня есть другие видео об этом, и даже курс по астрологии. Я вам просто сейчас рассказываю и показываю эти карты. Они благословляют, кстати, все числа души, и особенно третий, это то, что делится на 3. Если у вас Луна в Козероге, вы можете быть руководителем, духовным учителем, потому что Козероги, кстати, это очень самый высокодуховный знак, по идее. Вообще каждый знак по-своему духовен, но особенно Козерог. Священником можете быть, священнослужителем. Если у вас Луна в Водолее, это вообще-то наш век, теперь Водолей, да, у вас возможность любить всех людей, да, это врач может быть, это может быть человек, который помогает очень многим, это руководитель какого-то благотворительного фонда, то есть человек с большим сердцем. Если у вас Луна в Рыбах, это мистика, это тайны, это умение вдохновиться тем миром, который невидимый, да, это артист большой, художник, музыкант, в общем, что-то вот такое, такая профессия воодушевленная. Я в 2 словах только сказала, что-то мне захотелось сказать вам, потому что Луна тоже в знаках зодиака важна, да, но здесь по числам души. Так вот, я вернусь, число души 3, 6 и 9, здесь я вижу достойная жизнь в материальном плане, с человеком, с которым вы будете делить общие ценности, вот я так скажу, и молодость, просто вторая молодость. Вот такие расклады, я знаю, что они вам помогут, и помогут вам определиться с вашей дорогой жизни. Смотрю, солнце поменялось, немножко темноватая картинка, но я прошу прощения, оно же все время идет. Солнце, вот оно тоже, кстати, всегда разное, всегда. И нужно знать, что жизнь каждый день новая. Да, кстати, еще хотела сказать в этом видео, в связи с затмением, с полнолунием, вы знаете, мы привыкли думать, что день начинается утром, а день ведь начинается у нас в 12 часов ночи и связано всегда с Луной, лунные сутки. Так что мы должны не забывать, день начинается тогда, как из подсознательного, когда мы еще ночью находимся, из таинства, да, жизнь как таинство. Поэтому я много-много хочу рассказать вам о Луне, но вот здесь некоторые такие рекомендации. Я желаю вам всем прекрасного полнолуния, чтобы вы увидели свою дорогу жизненную. Полнолуние помогло вам прояснить, увидеть все то, что уже завершается, и то, что начинается новое, и определиться в жизни. Вообще каждый день нужно смотреть, куда мы идем, зачем мы идем, подправлять свою дорогу, искать там, где больше в радость, и это будет правильно. А я вас всех люблю, обожаю, жду ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, как вам помогают мои расклады, и будем видеться всем и вами, вашим родным, любви и счастья. Пока-пока, друзья!